21 марта в мире отмечается Международный день борьбы с расизмом, который ежегодно является поводом для обсуждения важных, острых, больных проблем во всем мире. К сожалению, так совпало, что в этом году март во всем мире, в России, в Европе особенно, оказался наполнен некими трагическими событиями, очень тесно связанными с этим поводом, с этим Международным днем. Я позволю себе напомнить о том, что 19 марта, буквально вот накануне, 21 марта, состоялся ужасный теракт в Тулузе, когда погибли школьники, ученики и преподаватель еврейской школы. Буквально вчера пришло трагическое известие из Соединенных Штатов, где в Окленде была расстреляна христианская школа и погибли 7 студентов, 7 учеников этой школы. И в связи с этим те вопросы, которые мы планировали обсуждать, может быть, в более спокойном режиме и попробовать поискать какие-то новые пути, новые звучания решения этих вопросов, приобретают более острое социальное звучание. Поэтому сегодня хотелось бы акцент нашего круглого стола попросить наших спикеров, наверное, расставить следующим образом. Давайте попробуем поговорить не о том, почему это происходит, потому что это больно, это страшно, и анализировать причины можно, наверное, очень долго и пытаться искать причину в каждом конкретном случае, в общем случае таких непростых ситуаций. Но хотелось бы понять, как, вот мы обозначили тему круглого стола, как нам жить вот в таком странном мире, в котором мы сейчас оказались. Жить вместе или жить рядом? Я думаю, что для России, для нынешнего поколения россиян такой вопрос вряд ли стоит, потому что наше государство создавалось поколениями православных, мусульман, иудеев, и нашему государству несколько столетий. Вот в этом году мы будем отмечать практически тысячелетие российского государства, поэтому я думаю, что мы живем вместе, да, и между народами, живущими в границах российского государства, существует определенная история взаимоотношений, отношений, которые складывались неровно, если мы говорим о Средневековье. Но последние несколько столетий были попытки объединить все 180 народов, проживающих в границах сначала СССР, потом уже демократической России, в некое, так сказать, сообщество, которое называлось советский народ. Сейчас мы все чаще и чаще говорим, что мы россияне. И я полагаю, что как раз в Конституции очень ясно и четко определен такой постулат. Носителем суверенитета в стране является многонациональный народ России. Многонациональный народ России – это значит и русский, и татарский, и чеченский, и еврейский, и можно, так сказать, перечислить все народы, которые так вот исторически, так сказать, живут в пределах Российской Федерации. Да, безусловно, мир становится очень сложным. Мы вынуждены отвечать на многочисленные вызовы, которые идут из недр наших религиозных традиций. Каждой религиозной традиции, я в данном случае говорю об исламе, он сталкивается и с внутренними вызовами, поскольку последние 20 лет на самом деле страна, так сказать, открыла все свои ворота нараспашку, и мы получили очень много молодежи, которые, к сожалению, получили религиозное образование далеко за пределами страны. И это действительно большая головная боль и для мусульманского духовенства, и, я так понимаю, для страны. Что касается ситуации за пределами Российской Федерации, если, вот, так сказать, нас здесь собрал тот инцидент, который произошел в Тулузе, ну, на самом деле надо отметить, что ислам, как и любая религия, не гарантирован от профанации его вероучительных истин экзальтированными членами общины, социально униженными
слоями, так сказать, мусульманского населения. И, конечно, тот случай, который произошел в Тулузе, он, ну, прежде всего, он получил оценку самого мусульманского сообщества Франции. Во Франции проживает порядка 5 миллионов этнических мусульман, это выходцы из стран Магриба, это от 10 до 15% населения Франции. Но и во всех этих, так сказать, выводах, которые сделали представители мусульманского сообщества Франции, звучала одна очень тревожная мысль, что, к сожалению, магрибинская молодежь, которая живет сегодня во Франции, они по паспорту являются французами, но, к сожалению, возможности социальной самореализации, профессиональной самореализации у них несравненно меньше, чем у титульных французов. И, безусловно, наблюдается такой феномен, как фанаберия титульного французского населения по отношению вот как раз к этим людям, которые сегодня во втором, в третьем поколении представляют и Алжир, и Магриб, и Тунис. Безусловно, среди этих людей есть люди очень успешные, которые себя нашли в своей профессии и в каких-то, так сказать, в любой деятельности. Но я повторяю, что таких людей, как Зейнедин Зидан или Альбер Камю, известный французский писатель, алжирец, кстати говоря, по рождению, очень и очень мало. И на самом деле я в этом инциденте, который произошел в Тулузе, я усматриваю, честно говоря, мы тоже анализируем ситуацию в Совете муфтиев России. Это, в общем, так сказать, и, возможно, какие-то грязные технологии, связанные с предвыборной кампанией, которую сегодня ведет Саркози. По крайней мере, вот чтение, так сказать, некоторых независимых источников лично меня наталкивает на этот след. Вопрос о взаимоотношении между разной культурой и разной религией становится более и более острым не только в Западной Европе, не только в Америке, и, конечно, не только на Ближнем Востоке, но, естественно, тоже в Восточной Европе, и включая бывшие страны Советского Союза и Российской Федерации. И почему это так? Причина, есть две глобальные причины. Первая причина – это что мир станет более религиозным. Значит, прошлый век, 20 века был светский век. И главное движение политическое в этом светском веке было и национал-социализма, и коммунизма. Я не хочу сделать никакое равнение, но это были светские движения, которые влияли на мировую политику. Этот век начался на нападение на Нью-Йорк через Аль-Каиду. Мы видим все изменения, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке, в Египте, в Тунисе, в Сирии. И что происходит сегодня в Европе? И все является показателем чего? Что религия и как вероисповедание и религиозных лидеров, они намного больше влияют на политическую ситуацию, на мирного процесса, на общество, чем раньше. Я не хочу высказать мое мнение, как религиозный лидер, это хорошо или плохо, но это есть факт. Второй является момент, что мы живем в глобальном местечке. Благодаря интернету сегодня любой человек, который живет в любой стране мира, может подключиться, может получить идеи, хорошие идеи, опасные идеи, и через это действует дальше. И на это основание я хочу здесь цитировать мудрые слова, которые сказал Нобель-лауреат профессор Эли Визель, который выжил Холокост, и сказал, что газовые камеры в Освенцим не были строены через кирпича, они были строены через слова. Что это означает? Означает, что Мухаммад Мира, который поднялся в один прекрасный день в Тулузе и решил идти убить 3 мусульманских французских солдата, и на следующей неделе идти и убить
еврейских детей и раввин, и их отца, это не вдруг случилось. Есть какой фон, есть какие слова, которые были сказаны, которые были написаны в интернете, которые были озвучены, возможно, в мечети. И эти слова, они действовали, они влияли на этого человека. И он сделал, что он сделал. Этот крайне правый террорист из Норвегии, Брейвик, он тоже не вдруг взялся и убил почти 100 человек. Он получил свои идеи российские, неонацистские, антимусульманские идеи из интернета. Он видел глава крайней партии в Нидерландах Вильдерса как своего личного героя. Значит, это означает, что любое слово, которое сказано через политических лидеров или через религиозных лидеров, они влияют. Действительно, слово необходимо не просто контролировать, его нужно генерировать. А генерировать слово возможно только в диалоге, когда собираются компетентные люди, профессионалы, специалисты, разбирающиеся в религиозных вопросах, догматических, нравственных и так далее. Они собираются за стол переговоров. Они представляют разные религиозные традиции, разные диаспоры, культуры. И вот за этим круглым столом переговоров рождается слово по отношению к обществу. И это слово имеет вес, это слово имеет за собой поддержку и религиозных общин, и национальных представителей и так далее. В частности, если мы посмотрим на опыт Межрелигиозного совета России, действительно собираются лидеры и представители традиционных религий нашей страны, принимают заявления по важнейшим, острым вопросам современности. Например, в прошлом году, 2011, мы собирались в Совете муфтиев и обсуждали вопросы миграции, вопросы борьбы с наркотрафиком и так далее. В 2012 году, вот совсем недавно, мы собирались у уважаемого Адольфа Соломоновича в Московской хоральной синагоге и обсуждали вопросы нравственного самовыражения в обществе, где кончается граница этого нравственного самовыражения, начинается боль другого человека. Эти все острые вопросы обсуждались на круглых столах Межрелигиозного совета России, были заявления, и эти заявления пошли в общество. Террорист не имеет ни религии, ни убеждений, ни национальности. Тот человек, который поднял оружие на детей, на беззащитных стариков, женщин, на другого брата своего, в конце концов, этот человек уже автоматически убивает себя для своей общины, для своего клана и так далее. И нужно донести вот этот момент до всех наших верующих, прихожан, наших общин религиозных. То, что действительно человек, который другого человека уничтожает, он этим самым изгоняет себя из общины.